Кто совершал благочестивые поступки в этой и в прошлых жизнях и полностью отрекся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной двойственности и с решимостью посвящает себя служению мне. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе объясняется, кто может подняться на трансцендентный уровень. Грешникам, атеистам, глупцам и лицемерам очень трудно выйти из-под влияния двойственности, то есть избавиться от желания и ненависти. Только те, кто в течение многих жизней соблюдал религиозные заповеди, совершал благочестивые поступки и освободился от последствий своих грехов, может встать на путь преданного служения и постепенно обрести чистое знание о Верховной Личности Бога. Со временем такие люди полностью погружаются в мысли о Верховной Личности Бога и входят в состояние транса. Так, они поднимаются на духовный уровень. Достичь этого уровня можно, действуя в сознании Кришны и общаясь с чистыми преданными, ибо такое общение освобождает человека из плена иллюзий. В Шримад Бхагаватам сказано, что тот, кто действительно хочет освободиться из материального плена, должен служить преданным Господа. Махат севам дварам ахор вимукте. Тот же, кто общается не с преданными, а с материалистичными людьми, прокладывает себе дорогу в темнейшие сферы бытия. Тамот дварам йошитам санги сангам. Преданные Господу путешествуют по земле с единственной целью – освободить обусловленные души из плена иллюзий. Имперсоналисты не понимают, что, забыв свою изначальную природу, живые существа отказываются признавать над собой власть Верховного Господа и тем самым совершают тягчайшие преступления против законов Бога. Лишь вспомнив свое изначальное положение, живое существо сможет постичь Верховную Личность и с решимостью посвятить себя трансцендентному любовному служению Господу. Кто совершал благочестивые поступки в этой и в прошлых жизнях и полностью отрекся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной двойственности и с решимостью посвящает себя служению мне. Вишнуджаной Свами Прабхупадой, Бхактиведантой Свами Прабхупадой, Намасте Сарасвати Деве, Gaurvani Vacharane, Nirvishesha Devotional service has been, the path to devotional service has been explained in different ways. Путь преданного служения объясняется разными способами. Here Prabhupada says that those who are sinful, those who are atheistic, those who are deceitful, and those who are foolish, they don't take the process of devotional service. Здесь Шрила Прабхупада говорит, что люди, грешники, атеисты, лицемеры и глупцы с трудом могут встать на путь преданного служения. These have been described as the diskretinas. Есть такое слово душкретинос. Namam diskretina muda, prapadanте naradama, maya aparita jnana, asambhavam and ashrita. Those who are foolish, deceitful, are the lowest among men, or those who are 7:14, 7:16, 15, 7:15. Those who are foolish, the lowest among men, whose knowledge is covered by illusion, or of the sinful mentality of the demons, they never surrender to me. Господь Шри Кришна говорит в другом стихе, в 15 стихе этой главы: невежественные и глупые грешники, низшие из людей, а также те, чье знание украдено иллюзией, и демоны-безбожники никогда не предаются мне. So generally, everyone is born foolish.
В основном все рождаются глупцами. Very few scientists, you find very few scientists at the age of 1 month old. Мы вряд ли найдем ученого в возрасте месячного ребенка. Generally, no one has won the Nobel Prize when they were 3 weeks old. No one has ever won the Nobel Prize when they were 3 weeks old. Еще никому Нобелевскую премию не давали, когда им было 3 недели от роду. Therefore, most people are born foolish. Поэтому в основном все люди, они рождаются. We may have been a great scientist in our last life. We may have been. Может быть, мы были великими учеными в нашей предыдущей жизни. But although we may have had so many PhD degrees, PhD is a doctor's degree. И хотя мы могли иметь докторскую степень, although we may have been a lecturer at a big university, мы могли читать лекции в огромных университетах. as soon as we leave this body, we come back as a one-day-old child. Но когда мы оставляем свое тело и рождаемся вновь, то мы получаем тело ребенка всего In our last life, everyone is writing down what we're saying, и все, что мы записали в своей прошлой жизни, and now we come back and all we can say is "Gaga, goo goo, goo." все, что мы знали, оно превращается в ничто. И в этой жизни мы просто издаем такие звуки. Агу, ага. Gaga. So that's the nature of material existence. Какова природа материального существования? Kalo Shudra Sambhava. By nature we're born foolish. Живое существо рождается глупцом. And after going to school for so many years, И после того, как, проучившись несколько лет в школе, according to Srila Bhaktivinoda Thakur, в соответствии с словами Шрилы Бхактивинода Тхакура, after getting so much education, получив так много образования, we become lower than an ass. мы становимся ниже, чем ослы. Just like if there's a child 5 years old, Как, например, ребенку 5 лет, and you explain to the child that your body's changing, but you're not changing. и вы объясняете ребенку, твое тело меняется, но ты сам, как личность, не меняешься. The child can very easily understand, yes, my body's changing, И ребенок очень легко понимает, да, мое тело меняется, but I, the person within the body, I'm not changing. но я, личность внутри этого тела, не меняюсь. But after 20 years of university education, Но через 20 лет после успешного окончания университета, one cannot, it's too simple to understand. вещи, которые так просто понять. Just like if you tell a cow or an ass, you're not your body, Их становится сложно понять. Как, например, вы говорите корове или ослу, ты не тело, ты не тело. the only thing the cow will say is, moo. Единственное, что вам ответит в ответ корова, ему. Similarly, if you tell a university professor, you're not your body, Точно так же, если вы скажете профессору в университете, ты не это тело, the only thing he can say is, все, что он может сказать вам в ответ, boo. It's almost the same as moo. почти то же самое, что му. Therefore, generally most people are foolish. Поэтому в основном люди, они все глупцы. And by education, they become more and more and more foolish. И с помощью образования они становятся все глупее, глупее, глупее. And even sometimes one may have a little knowledge, И иногда, даже если человек получает какое-то знание небольшое, and one joins the Hare Krishna movement человек присоединяется к движению Харе Кришны, and performs some service to Krishna. совершает какое-то служение Кришне. But then after some time one learns how to make some money. Но затем
он каким-то образом учится, как можно заработать денег. And he thinks, why should I give it to my temple, to the temple? И начинает думать, зачем вообще деньги в храм отдавать? I should create my own little world, my own kingdom. Я лучше создам свое маленькое царство. And therefore one gives up the process of devotional service. И человек отвергает процесс преданного служения, оставляет его. Follows the three regular principles. Начинает следовать 3 регулирующим принципам. No meat. Не есть мясо. No fish. Не есть рыбу. No eggs. Не есть яйца. So this is called Naradama. Это называется Нарадама. That they have some spiritual knowledge, У них есть духовное знание, but they act sinfully. но они действуют греховным образом. And then in order to support their sinful lifestyle, И для того, чтобы поддерживать весь свой греховный образ жизни, they come up with so much so-called knowledge. Нужно очень много так называемого знания. This is called Maya Prita Jnana. Это называется Майя Бхактиведантой Свами. That is, their knowledge has been stolen by illusion. Это знание, которое украдено иллюзией. They invent some so-called knowledge that the aim of life is simply to build a better life for our sense gratification. Так называемое знание, оно провозглашает, что цель жизни – это улучшить условия для материального чувственного наслаждения. Otherwise, they feel guilty. А иначе вы будете чувствовать вину. So then they create a whole philosophy around sense gratification. Люди создают всяческую философию, связанную с этим God is удовлетворением. happy when we gratify our senses. Как мы можем быть счастливыми, удовлетворяя свои чувства? The more we're religious, the more money Krishna gives us to gratify our senses. Чем больше мы становимся религиозными, тем больше Кришна нам дает денег, чтобы мы могли удовлетворять свои чувства. You put 100 rupees into the box, Мы сотку бросим в ящик для пожертвований, and Krishna will give you $1 million. а Кришна нам лимон вернет обратно. And then, as one becomes more and more bewildered by one's so-called philosophy, Так человек, он все более и более запутывается в так называемой философии. finally the philosophy is we don't really need God. What do we need God for? В конце концов, философия приводит к тому, что Бог нам не нужен. Зачем нам нужен Бог? Each one of us is God. Каждый из нас является Богом. If you want to see God, Если вы хотите увидеть Бога, just look in the mirror. то просто посмотрите в зеркало. Mirror, mirror on the wall. Посмотрите в зеркало на стене. Who is the greatest of them all? Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Кто на свете всех милее? Oh, great soul. Кто самый возвышенный? Кто After самый looking великий? into the mirror, И посмотрев в зеркало, God has appeared before you. Господь является перед вами. Now you must render unalloyed, uninterrupted to the Supreme within the mirror. И теперь нам не остается ничего другого, как полностью и без остатка предаться Верховному, который находится в зеркале. Perform abhishek, Совершить абишек, take a shower, то есть душ принять. dress the deity, Одеть божество, decorate the deity, украсить его, прошу, put all kinds of perfume on the deity, надушить его, offer 6 kinds of foodstuffs to the deity, предложить божеству 6 различных видов пищи and go out into the world и выйти в мир. and spread the glories of the deity all over the 3 И worlds. распространить славу божества по всем 3 мирам. Sankirtan. Санкиртан. So in this world, everyone is worshipping some deity. В этом мире каждый человек, он поклоняется какому-то божеству. But those who are atheists, they declare that they're the deity. Their body's the deity. Those who are atheists, they declare that their body is the deity. Но люди, которые являются
атеистами, они провозглашают свое тело божеством. For those who are a little pious, А те, кто более-менее благочестивы, when they're suffering in this world, когда они страдают в этом мире, then they think about why they're suffering. они начинают думать, почему же я страдаю? And if they hear from the authorities, И они начинают слушать авторитетных they may людей. try to regulate their senses. Они пытаются урегулировать и контролировать свои чувства. Instead of following whatever their senses dictate, Перестают следовать тому, что диктует им чувства. they try to use their intelligence to control the mind and senses. Такие люди пытаются использовать свой интеллект или разум для того, чтобы контролировать свои чувства. Just like a man walking down the street. Как, например, возьмем человека, который идет по He may see a beautiful woman Он может видеть красивую девчонку next to a man. рядом с парнем. And his senses may say, and the mind may say, go get her. И ум или чувства, они могут сказать, иди, возьми ее. But the intelligence says, wait a second, she has a dot on her forehead. There's a dot on her forehead. Но интеллект, он скажет, подожди секундочку, подумай, у нее есть точка на лбу. She has a man next to her. У нее рядом стоит парень. They may be married. Может быть, она замужем. It's not proper to try to get her. И будет не совсем правильно попытаться забрать ее себе. And the senses and mind say, oh, that's old-fashioned. That's old-fashioned. А ум и чувства, они скажут, да ладно, это все старомодно. No one believes that anymore. В это уже никто больше не верит. You probably read that in some old book. Наверное, ты каких-нибудь старых книг начитал. Some Bhagavad Gita or something. Типа Бхагавад-гиты. Some Indian book. Какие-то индийские книжки. No, there's only one real philosophy. На самом деле одна есть реальная философия. We learned that at the university. И ее учат в университете. You got your PhD in that philosophy. И дают докторскую степень по этой философии. If it feels good, then you do it. Если тебе это нравится, то ты должен это делать. It's been scientifically proved. И это доказано учеными. So now the soul has to make a decision. И в этот момент душа она должна принять решение. Should I follow the philosophy that if it feels good, I do it? Нужно ли мне следовать философии такой, что если мне это нравится, то я должен это сделать? Or should I follow the philosophy I should control my mind and senses? Или я должен следовать другой философии, контролировать свои чувства и свой ум? So if the soul decides, I'm going to try to make my senses and mind happy. И душа, если она решает, что я пойду путем, который делает мои чувства и ум счастливым, then it tells intelligence to think of a plan how to meet that lady. и тогда разум он начинает планировать, как же можно познакомиться и встретиться с этой. So the intelligence says, write her a letter. И разум он начинает подсказывать. Можно ей написать попозже. Tell her she's the most beautiful person you've seen. Просто напиши или скажи ей, что она самая прекрасная девушка из всех, которых ты когда-либо встречал. And put in very little letters. И очень маленькое письмо сделай, такое напиши, за 1000. In the last 2 weeks. Через 2 недели. No, in the last 2 weeks. Подожди 2 недели. No, since 2 weeks ago, раньше. За 2 недели до этого. In the last 2 weeks. She's the most beautiful person you've seen in the last 2 weeks. Напиши, что ты самая прекрасная девушка, которую я когда-либо встречал. И маленькими там приписку сделал за последние 2 недели. You're madly in love with her. Ты безумно влюблен в нее. She should meet you in such and such place. Напиши, что ты влюблен в нее, и нам нужно встретиться в
в таком-то, таком-то месте, at such and such time, в такое-то время, and you'll give her the sun, и ты подаришь ей солнце, you'll give her the moon, подаришь ей луну, and if she's nice to you, и если она будет хорошо себя вести, you might give her a few extra stars. ты можешь ей подарить даже еще несколько звезд. But don't sign the letter. Don't sign the letter. Но письмо не подписывай, Because that man next to her, потому что парень, который с ней, the man next to her, he's twice as big as you are. он в 2 раза больше, чем ты. On the other hand, С другой стороны, the soul can also decide to utilize his mind and senses to serve Krishna. душа может понять и осознать, что ум и чувства, они должны служить Кришне. So he can take a Bhagavad Gita or a Krishna book, Поэтому можно взять Бхагавад-гиту или источник вечного наслаждения, and then approach the couple and try to distribute a book to them. подойти к этой парочке и попробовать ей книжки распространить. It all depends upon one's vision. Это зависит от видения, которое у нас есть. If we think that the mind and senses should be engaged in Krishna's service, Если мы понимаем, что ум и чувства, они должны быть заняты служением Кришне, then we'll utilize them for Krishna. тогда мы будем использовать их для Кришны. And if we think that they're meant for our sense gratification, we'll try to utilize them for sense gratification. Но если мы будем думать, что они предназначены для моего удовольствия, то мы будем использовать их для своего удовольствия. It's a question of our intelligence and our determination. Это вопрос нашего разума и нашей решимости. Then if we regulate our senses a little bit, then we can learn how to do something positive. И в какой-то момент, когда мы урегулируем свои чувства, мы начнем понимать, как можно сделать нечто позитивное. Not only regulate our negative activities, but also perform some positive activities. Мы поймем, как не просто нашу негативную деятельность урегулировать, но также как действовать позитивным образом. And if one gets some higher experience, higher taste, Когда человек получает какой-то высший опыт, высший вкус, then one can learn to tolerate the different disturbances of the material existence. он учится терпеть разные беспокойства, причиняемые материальной природой. And instead one can accept devotional service. Когда человек принимает преданное служение, Instead of trying to perform sinful or pious activities, one can try to utilize the senses to do something positive for Krishna. вместо того, чтобы заниматься греховной или благочестивой деятельностью, человек учится, как позитивным образом занимать свои чувства в служении Кришне. And by serving Krishna, gradually one becomes aware of what is the actual process of devotion. И служа Кришне, занимая свои чувства служением Ему, человек начинает осознавать, что это такое процесс преданного служения. Then one can actually rise to, one can understand Krishna in truth, Когда человек воистину понимает Кришну and meditate in trance upon the Supreme Personality of Godhead. и начинает медитировать на Верховном Вечном Боге. This is the process of the great souls go around the world trying to distribute. Это процесс, который великие души, блуждая по миру, пытаются распространять. Basically, that the world is not meant for our sense gratification. На самом деле этот мир, он не предназначен для нашего удовольствия. If we meditate upon the world for our sense gratification, Если мы будем медитировать на этот мир как на источник нашего чувства, на удовольствие для наших чувств, then the illusory energy will capture us тогда иллюзорная энергия поймает, схватит нас and imprison us in the material concept of life. и посадит нас в темницу материальных представлений о жизни. One will misidentify oneself with mind and senses Человек ложно отождествляет себя со своим умом и чувствами. and be forced to act according to their dictations. И он вынужден действовать в соответствии с этим представлением. On the other hand, one meditates
that this world is actually meant for Krishna's service, С другой стороны, если человек сможет медитировать и понимать, что этот мир предназначен для служения Кришне, then Krishna will give one the intelligence how to utilize the mind and senses for liberation. тогда Шри Кришна даст человеку разум для того, чтобы он понял, как можно достичь освобождения, From the material concept of life. Освобождения от материальных представлений о жизни. Then one will rise up to the realization that I'm a soul, Человек сможет понять, он приходит к этому пониманию, что я душа. and one will actually get some awareness of Krishna and everyone and everything as they're related to Krishna. И человек одаривается таким пониманием, что все вокруг меня связано с Кришной. So our free will is simply whether we orientate our lives towards realizing Krishna. То есть Our free will. наша свободная воля, наш выбор, Simply a choice. Either we orientate our lives towards trying to make our mind and senses satisfied, у нас есть выбор, или мы посвящаем свою жизнь удовлетворению нашего ума и чувств, or we orientate our lives towards liberation, или мы отдаем свою жизнь достижению освобождения, try to come to the platform of self-realization and God-realization. пытаясь прийти на уровень самоосознания и осознания Бога. Same body, То же самое тело, same mind. тот же ум. Simply there's a change of consciousness, of intelligence. Вопрос просто изменения сознания или разума. If one has the proper intelligence, one will understand what one's real interest is like. Если у человека есть правильный разум, он может понять, каковы истинные приоритеты в его жизни. Unfortunately, Nitejidu, Swartikatim, Vishnu. People don't know that actually their real interest is in Vishnu. К несчастью, люди, они не знают, что их единственным интересом должен быть Вишну. Darashya ye bahya artamanina. They think something very insignificant is very important. Они думают, что какие-то мелочи, они очень важны в их жизни. In England recently, they spent $54 billion for the Olympics. Недавно в Лондоне истратили $54 billion. No, pounds. 54 миллиарда фунтов на Олимпиаду. Billion. Миллиард. 54 миллиарда фунтов стерлингов на Олимпиаду. Millar is a billion. So billion is a million, is 1,000 million. 54 миллиарда истратили на Олимпиаду в Лондоне недавно. And if we ask them for 10 pounds for the Hare Krishna movement, А если мы их попросим, дайте 5 фунтов для движения Харе Кришны, пожертвуйте, they'll laugh. они будут смеяться. We don't have so much money to waste. У нас нет так много денег, чтобы их просто тратить пустую. But for the Olympics, they'll waste billions of pounds. Но на Олимпиаду миллиарды фунтов ушло. And what's the result of the Olympics? И каков результат Олимпиады, знаете? Someone is an Olympic swimmer. Некоторые олимпийские пловцы 8 hours a day they're swimming back and forth in the swimming pool. 8 раз в день они туда-сюда плавают. So at the end of their life, И в конце своей жизни they'll think of swimming. они будут думать о плавании. Krishna will give them the body of a fish. И Кришна даст им хорошее тело рыбки. They can swim 24 hours a day Они смогут 24 часа в сутки in the плавать. biggest swimming pool, И у них будет очень большой плавательный the бассейн. Atlantic Ocean. Атлантический океан. Someone is jumping, А есть прыгуны. spending so many hours a day jumping. Они много-много часов в день прыгают. So in their next lifetime they'll be a frog. В следующей жизни они будут лягушкой. They can spend their whole life jumping. Можно всю жизнь они будут прыгать.
Or maybe a flea. Flea. This little tiny insect. Flea. Circ. Where they have these little insects. They call it Niscomia. What is the insect? Niscomia? Nasicomia. And they circ. They have flea circus. And they jump in the flea circus. So. So one can become a like question? Blaha. Yes. $54 billion to teach people how to become a Blaha. 54 миллиарда фунтов истратили на то, чтобы люди стали блохами. And to get liberation, go back to the spiritual world, they won't even spend a pound. А чтобы в духовный мир вернуться, они даже фунта не дадут. Therefore, the Devi Swartikati to Vishnu. They don't know that the actual goal is Vishnu. Поэтому говорится, что они не знают, что истинная цель жизни – это Вишну. Durashaya. Instead, something completely insignificant they're taking is very important. Дурашая, то есть они принимают какую-то ерунду за важную вещь. Andai tandero pigimanas te piksha tandra urudamibara. They're blind, the leaders are blind. Лидеры общества слепы. And their followers are also blind. А их последователи также слепы. So the result is that both of them, under the laws of nature, simply find themselves in difficulty. Результатом всего этого будет то, что они просто запутаются и будут страдать под влиянием законов материальной природы. Therefore, our difficulty can be solved. Our difficulty. Even the leaders are blind, still we shouldn't be blind. Даже если лидеры общества, они слепы, мы не должны быть слепцами. We should follow the actual leaders. Мы должны следовать настоящим лидерам. Swayambhur, Narada, Shambhu, Prahlada, Kapilomanu, Kumara Janako Bhishmo, Vayar, Vayasakir, Vayam. That the real leaders are Lord Shiva, Lord Brahma, Narada Muni. Настоящие лидеры – это Господь Шива, Господь Брахма, Нарада Муни. The four Kumaras, 4 Кумара, Kapila Dev, Swayambhu Manu, Prahlad Maharaj, Janaka Maharaj, Vishnu Dev, Yamaraj. And these are the actual Mahajans. Они являются настоящими махаджанами. If we follow them, we can actually have some benefit in our lives. Если мы будем следовать за ними, то мы получим настоящее благо в нашей жизни. Otherwise, we might become a frog. А иначе мы просто лягушками станем. Or a fish. Или рыбками. Or maybe a flea. Или блохами. So, спасибо. Если вопросы. Сейчас назвали Демарадж, это Бог смерти вы имеете в виду? Все это Демарадж. Yes. He's one of the Mahajans. Да, он один из 12 махаджанов. He's a great devotee to Krishna. Он на самом деле великий преданный Кришны. Otherwise, how could he have such a responsible position? Иначе как бы он достиг такой ответственности, такого ответственного положения? He's a high court judge. He's the supreme court judge in the universe. Он верховный судья в этой вселенной. Yes. Spread knowledge and what? The three laws. In the three worlds, mirror. What does it mean? Well, at least we should tell anyone, Yari Deka, Tari Kaha,
Krishna Upadesh, Amara Adai Gurahana Taridesh. Whoever you meet, try to tell them about Krishna. Это означает, что кого бы вы ни встретили, надо им говорить о Кришне. That's within the three worlds. Это означает в трех мирах. And if you meet someone outside the three worlds, А если вы встретите кого-то, кто за пределами этих трех still миров, tell them about Krishna. все равно надо говорить ему о Кришне. Да. Некоторые люди, они рождаются уже со способностями, становятся спортсменами. Да? Могут ли вот эти люди свои способности прыгать высоко, быстро бегать, использовать служение Кришне и родиться уже не животным, да, а животным? Praying. They jump. They run. Yeah. How high they can jump? Can they jump to the spiritual world? Yes, yes. Can they use this abilities in service to Krishna? Yeah, if they can jump high, they should try to jump to Vaikuntha. Да, они могут использовать эти способности. Например, они могут прыгать высоко и допрыгнуть до Вайкунхи. Otherwise, what is the value of their jumping? А иначе какая ценность вообще в этих How прыжках? high can they jump? Can they even jump to Indraloka? Докуда я смогу допрыгнуть? До Индралоки смогу допрыгнуть? Это может быть, если прыгнуть в жизни, в профессии, стать йогой. Can it be like devotion service? To Like jump? Yes, to jump. If you jump in kirtan, Если вы будете прыгать в киртане, otherwise it's useless. а иначе это бесполезно. Yeah. Говорится, что преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. Бескорыстным понятно, объясните, пожалуйста, что значит непрерывно? Service should be Means we should at least have a regulated sadhana every day. Это означает, что, по крайней мере, у нас должна быть регулируемая садхана каждый день. So every day we should chant 16 rounds Каждый день мы должны повторять 16 кругов, and hear and chant about Krishna. слушать и воспевать о Кришне. And then gradually our consciousness of Krishna will be more consistent. И постепенно наше осознание Кришны, оно станет более постоянным. That throughout the 24 hours a day one will not be able but to think of Krishna. Сейчас, в tечение 24 часов в день, мы не способны думать о Кришне. One will be able to, for one, Krishna says, Sarva Bhutastam Atmanam, Sarva Bhutani Chatmani, Ikshite Yoga Yukta Atma, Sarvatra Samadarshanaha. It's chapter 6, text number 29. The true yogi observes me in all beings. It also sees every being in me. Indeed, the self-realized soul sees me, the same Supreme Lord, everywhere. Господь Шри Кришна говорит в 6 главе, 29 стихе: «Совершенный йог видит меня, пребывающим во всех живых существах, а всех живых существ, пребывающими во мне. Воистину, осознавшая себя душа видит меня, единого Верховного Господа, повсюду». And for one who sees, the next verse, 30. And for one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost to him, nor is he ever lost to me. А в следующем 30 стихе Господь говорит: «Для того, кто видит меня во всем сущем, и все сущее во мне, я никогда не буду потерян, и он никогда не будет потерян для меня». Never lost. Не будет. Не будет. Never. Да. Я, вот этот молодой человек, вы сказали,
ну как, прыгать, прыгун, да. Может прийти так, мы же обычно к Богу приходим, когда уже 50 лет, тренер. Это что, оставлять профессию или же продолжать работать? А человек, который, допустим, прыгун, ну, я тренер, да, прыгун, ну пусть прыгает, я тоже. Не значит, что оставить профессию, это просто профессия, You should jump for Krishna. Нет, не надо ничего отвергать, оставлять. Можно для Кришны прыгать. Someone throws prashadam. Someone throws alma. Кто-нибудь бросает просад, Krishna, then he can jump up and try it again. а он может прыгать и ловить его. Utilize his talent in Krishna's service. Может использовать свой такой талант в служении Кришне. Да. Россия многоконфессиональное государство, много конфессий. И все ли пути религиозные ведут в равной степени к служению Богу? Ведут к служению Богу? Да. Все? Богу к служению, да. Все ли конфессии в равной степени ведут? Is all this compassion leads to service to the world? We hope so. Мы надеемся на это, что они все ведут к служению Господу. That is religion. Dharma, Sakshat Bhagavat Pranitam. The actual religion is given by Krishna. Это и есть религия, дharma. Настоящая религия, она дана Кришне. Without Krishna, without service to Krishna, there is no religion. И без служения Кришне нет религии. Okay. А вот то есть, если я родился в приемной мусульманской семье, да, и я бы имею возможности, выполняя обязанности именно в семье последователей ислама, это может тоже как бы благоприятно отразиться на преданном служении Богу, Кришне. If I was born in a Muslim family, and if I will follow this tradition, is this also beneficial? Maybe. Да, может быть. One is actually aware of God. One is actually following some principles. Нужно следовать каким-то принципам. One actually recognizes that everything belongs to Krishna. Человек должен понимать, что все принадлежит Кришне. And everything is meant for Krishna's service. И все предназначено для служения Кришне. And that Krishna is the real friend of everyone. И что Кришна, он настоящий друг каждого. Then one can make some progress. И тогда человек сможет духовно прогрессировать. But if I'm just born in a family and I don't follow any principles, then it's useless. А если мы просто рождаемся в какой-то семье, а принципам никаким не следуем, все бесполезно. Смысла в этом нет. Спасибо. Грандарaj Bhagavad-gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande.